Всем привет! Мы продолжаем наш марафон по серии Star Wars Battlefront, и в этот раз мы затронем Battlefront 2015 года от EA. Если вы не смотрели мои прошлые видеоролики про дилогию Battlefront от Pandemic Studios, то это можно сделать либо по ссылкам в описании, либо по подсказке, всплывающей в верхней части экрана. Интересный факт. В видеоролике про Battlefront 2004 года я уже упоминал о том, что я пропустил в свое время первую часть и сразу познакомился со второй. И в чем заключается интересность, лично для меня, это то, что с дилогией от EA у меня повторилась та же самая ситуация. Первую часть я как-то пропустил, то есть я слышал, что вышло и вышло. А в то же время во вторую часть я купил ее сразу на моменте выхода, застал ту ужасную ситуацию с карточками и впоследствии провел там около 300 часов. Обязательно проявите какую-нибудь активность, поставьте лайк, напишите комментарий, зайдите на канал, подпишитесь, если вы все еще не подписаны, потому что это позволит продвинуть мое видео. Это максимум, который вы можете для меня сделать. Заваривайте чаечек, пока я продолжаю хвастаться своей коллекцией шлемов. И мы начинаем. Первое, что хочется отметить, это то, что это первый и единственный Battlefront, полностью переведенный на русский язык, включая озвучку. И как же классно было наблюдать сценки с C-3PO и R2-D2 в главном меню, когда ты долго бездействуешь. К сожалению, я не смог их записать, потому что когда я решился их записать, R2 пропал из главного меню, и там стали летать истребители. Star Wars Battlefront от EA — это сугубо онлайн-проект, в котором одиночному пользователю делать нечего. И очень грустно осознавать, что при работающих серверах на них просто никто не играет. Если вы захотите поиграть днем, то это почти просто нереально. По крайней мере, я сидел по 10-15 минут в ожидании того, что мне найдут сервер, на котором я смогу поиграть, но в итоге просто создавали сервак для меня, который я занимал, в котором я просто сидел и ожидал, когда же ко мне подключится хотя бы минимальное количество игроков для того, чтобы запустить матч. Но вот вечером мне удалось насладиться игрой в мультиплеере, там где требуется от 6 до 12 человек. Да, мне удалось поиграть всего в пару режимов, такие как Герой против злодеев, Битва за груз и захват дроидов, но тем не менее мне удалось поиграть в мультиплеер, и черт возьми, мне это понравилось. Да, из 12 режимов я смог поиграть только в 3, но зато как я смог в них поиграть, особенно в Герои против злодеев. В ГПЗ игроки сражаются 6 на 6. Задача каждой из команды — убить 3 героев вражеской команды. Кто первый это делает, тот и побеждает в раунде. Всего нужно 5 побед. Если вдруг герой умирает, то игрок, игравший за героя, также становится обычным солдатом. Я не знаю, насколько интересно я описал этот режим, но играется он действительно интересно и очень классно. Второй режим, в который мне удалось поиграть, это захват дроидов. По сути, это просто превосходство. На карте есть 3 гонг-дроида, и ваша задача их захватить. И как только у вас будут, я, кстати, не помню этот момент, и как только вы захватите большее количество дроидов, чем ваш противник, вам начнут капать очки. Как только очки докапывают до необходимого уровня, вы выигрываете. А битва за груз — это просто битва за флаг. Нужно забрать флаг противника с их базы и защитить свой флаг. Что касается болванчиков, за которых игроку приходится играть, то у них можно настраивать внешний вид. Да, кастомизация не то чтобы обширная, у повстанцев можно поменять голову, у имперцев тоже голову, но и то не везде и не всегда. Все-таки эпоха империи и повстанцев, она не очень сильна для кастомизации. Намного больший потенциал имеет эпоха войн клонов, да и то этот потенциал имеют только клоны. Можно выбирать оружие, с которым вы будете бегать. Оружия, кстати, на самом деле в игре очень много, и каждый из них открывается за кредиты. А кредиты можно зарабатывать просто играя в игру. Правда, чтобы получить доступ к покупке оружия, нужно заработать левел. Абсолютно каждый игрок может создать свой уникальный билд по ходу игры, который состоит из 4 карточек. Это 2 карточки как дополнительное оружие, типа гранаты, гранатометы, прочее. И 2 карточки способностей. Открываются они аналогично бластерам. Получаете уровень, открывается к покупке, покупаете за кредиты. Поскольку онлайн работает только вечером или ночью по московскому времени, то что же делать в игре днем? Ведь сюжеты сюда не завезли. Но здесь есть миссии для одиночного прохождения или для прохождения в кооперативе с другом. Причем прохождение этих миссий не только займет вас чем-то, но и также принесет выгоду, поскольку за прохождение испытаний в этих миссиях вы получаете немалое количество кредитов. Активности поделены на 2 раздела – задания и стычки. К заданиям относятся обучение, битвы и выживание. Суть обучения, я думаю, так понятна из названия.
название. Единственное, что хочется отметить, это то, что все миссии по обучению можно было бы собрать хоть в какой-то минимальный логический сюжет, поскольку, опять же, минимальную постановку миссии эти имеют. Вот, и можно было бы из них собрать сюжет на пару часиков, хотя бы просто для галочки, чтобы одиночному игроку было чем заняться. Хотя, конечно, игра не задумывалась, что ты будешь в нее играть один, не в онлайн. Но, к сожалению, онлайн со временем падает и умирает. В битвах вы можете играть либо за солдата, либо за героя. По сути, это просто ДМ с ботами. Либо выигрываете вы, набрав определенное количество за счет убийств, либо ваш противник. В выживании нужно пережить 15 волн. Каждая волна постепенно усиливает противников, добавляя какие-то новые единицы, но в то же время и вы иногда, кажется, раз в 5 волн, могу ошибаться, получаете капсулы, в которых находятся улучшения, немного облегчающие вашу игру. Одному играть в этот режим не то чтобы очень весело, но, возможно, в кооперативе играть будет поинтереснее, но, к сожалению, я не смог это пощупать, потому что мне не с кем играть в кооперативе. В стычках предлагается два режима – атака шагоходов и эскадрилья. Эскадрилья – это просто баталии на кораблях, ничего примечательного. Атака шагоходов уже представляет собой что-то поинтересней. Это огромные карты на 40 единиц, 20 на 20 команды сражаются, ну как команды, вы и боты. Повстанцы должны остановить шагоходы, а имперцы, наоборот, поддержать их и продвинуться как можно дальше. Играется все это довольно интересно, и, в мультиплеере, мне кажется, это игралось бы вообще просто суперски и вполне имело бы шанс стать моим любимым режимом, но имеем то, что имеем. Еще, играя на Эндоре, я заметил, что в игре присутствует минимальная разрушаемость. Я до этого внимания просто на это не обращал, но когда ты бежишь по Эндору и вокруг тебя падают деревья, там что-то разлетается, всякие укрытия, это все добавляет атмосферы и выглядит, правда, очень классно. И мне очень жаль, что я не могу пощупать этот режим в мультиплеере, так как он должен играться в идеале. Приходится играть с ботами, а это, сами понимаете, даже при условии выбора сложности у этих ботов не так интересно, как против реальных игроков. В оригинальной игре карт не так уж и много, поэтому выходило аж 4 дополнения. Внешнее кольцо, добавляющее карты на Татуине, Беспин, Изгой 1 Скариф, приуроченный к фильму, и Звезда Смерти. Но, к сожалению, ни на одной из этих карт я таки не смог поиграть, потому что на них никто не играет. Поэтому получается ситуация, что эти карты как бы есть, но в то же время их как бы и нет. Пора бы выносить, наверное, какой-то вердикт, и, честно говоря, сложно что-то сказать, потому что игру толком пощупать мне не удалось спустя 9 лет после ее релиза, потому что в нее банально никто не играет, и половина режимов, даже больше половины режимов, мне недоступны. Я уверен, что когда игра только выходила, в нее игралось очень весело, потому что тут, играя в мультиплеерные режимы, те, которые мне удалось поиграть, я ощущал вот это вот удовольствие, которое я получаю от игры. И мне очень жаль, что в нее мало кто сейчас играет, и поиграть в крупные режимы просто нереально. Да даже на маленькие режимы, на 12 человек, да, нужно умудриться еще набрать людей, чтобы там хотя бы 6 человек набралось. Потому что у меня ситуация была, что я вообще играл 1 против 3. Кстати, баланс в игре тоже интересным образом работает. Я подключился в игру к человеку, для которого выделился сервер, да, и который ждал других игроков. В итоге мы с ним запустились 1 на 1. Со временем к нам подключились еще 2 человека. И игра почему-то их закинула за команду противника. И я не знаю почему, я не знаю как это все работает, но почему-то таким вот нечестным образом. Хотя, возможно, просто разработчики на стороне империи, потому что в тот момент я играл за повстанцев. Но это так, что-то на уровне какого-то заговора. В общем, к большому сожалению, сейчас в Battlefront 2015 года делать тупо нечего, и игра, можно сказать, официально мертвая. И, к сожалению, она забудется со временем, потому что есть второй Battlefront намного поинтереснее, который все еще вроде как живой и чувствует себя прекрасно. Но это мы проверим уже в следующем видеоролике. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До встречи в новых видеороликах!